Для листьев я выбрала вот такой вот зеленый бисер светленький с радужным отливом. Из него мы плели пестик и тычинки у цветка. И для окантовки нам понадобится совсем немножко вот такого вот молочного оттенка бисер. Это бисер весь китайский 12 номера, но что хочу отметить, почему-то у меня зеленый бисер по размеру меньше, чем молочный. Вот, с чем это связано, не знаю, хотя на упаковках было написано одного размера, но я бы вот этот зеленый бисер, наверное, отнесла больше к 11, наверное, номеру. Так что, если при плетении, вы тоже обращайте на это внимание. Давайте сплетем один листик. За ось я выбрала прям такую толстенькую проволочку, сейчас я вам покажу. У меня вот такая вот проволочка была 0,8 диаметра. Потолще прям такую берите, чтобы она могла держать форму. И отрезаем эту проволочку где-то длиной 30 сантиметров. Лучше пусть побольше будет, с запасом, чем меньше. Это осевая проволока. И рабочая проволока, обычная 0,4 диаметра. Но я здесь уже выделила осевую рабочую проволоку, да. На рабочую проволоку, не отрезая, значит, от катушки, набираем предварительно прям много-много-много, метров 5-6, наверное, даже, пусть будет больше, лишним не будет, вот этот вот зеленый наш цвет прям на бобинку, да. Осевая рабочая проволока выделяется точно так же, как я вам показывала на примере лепестков у цветка. Итак, на ось набираем 15 сантиметров бисера. По мере того, как мы сейчас будем с вами плести дуги, мы будем попутно прошивать листик в некоторых местах. Кто не хочет прошивать его таким способом, как я, может воспользоваться дополнительными осями, но я не люблю дополнительные оси, потому что изделие получается более грубым. Но это уже тоже моя точка зрения. Тут вы уже сами смотрите. Нужно проплести 3 пары дуг. Но это, наверное, так просто не получится, поэтому мы будем попутно прошивать. Думаю, что уже на данном этапе можно начинать прошивку. Так как ось довольно-таки длинная, прошивку буду вести в 2 местах. Вот так. Прошивать буду обычной проволочкой самого маленького диаметра. Да, ходовой, это 0,3 диаметра. Оставляйте довольно-таки приличный кусочек, чтобы впоследствии у нас будет лист расширяться, чтобы нам хватило вот этой вот прошивной проволоки. Где-то я по 20-15 сантиметров сделаю, это будет достаточно. И прошью сразу в 2 местах. Если кто-то не знает, как прошивать, давайте я вам покажу. В принципе, много видео у меня есть на канале, где вы можете посмотреть, как это делается. Но в одном месте давайте я вам покажу. С лицевой стороны на изнаночную складываем вот эту проволочку прошивную пополам. Вот. И пропускаем на оси между бисеринками на том уровне, где нам нужно. Разводим кончики проволочки изнаночной стороны вот так вот в разные стороны. Вот теперь проволочку заводим вот таким способом назад. Огибаем одну дугу, как бы назад иголкой, и затягиваем. Все. Дуга зафиксирована, точно так же с другой стороны. И так нам будет легче плести, чтобы у нас лист получался ровный. И в верхней части я то же самое сейчас сделаю. Ну вот, прошила в этом месте и в этом.
получился такой паучок. И все то же самое, и еще 2 пары дуг. Как сплетете дугу, прошили с одной стороны, еще 1 пару дуг сделали, прошили, и тогда у вас все ровненько и удобно будет получаться. 3 пары дуг проплели, прошили в 2 местах, чтобы у нас еще ничего не болталось. И на ось дальше набираем 3 сантиметра бисера. Набрали дополнительные 3 сантиметра бисера, дальше будет плести немножко по-другому. Набрали 3 сантиметра дополнительных на ось, и нужно проплести 2 пары дуг. Но сейчас смотрите, учитывайте то, что здесь у вас будет изнаночная сторона, а здесь мы будем плести как лицевая. Потому что впоследствии, когда мы будем придавать форму листиков, чтобы не было заметно проволочки, подкладываем под прошивные проволочки дугу, примеряем, сколько нам нужно ориентировочно, и здесь уже у нас будет лицо, то есть проволоку я положу на осевую проволоку и закреплю ее. Вот. Точно так же опускаемся. Здесь уже будет изнаночная сторона. Изнаночную сторону мы будем рабочую проволоку подкладывать под осевую проволоку. Проплели еще 2 пары дуг, соблюдая правило, то что здесь уже начинается у нас лицо, здесь также остается изнанка. Еще 1 прошивку пустила вот здесь у основания, чтобы вот этот вот носик зафиксировать, потому что в дальнейшем он тоже начинает болтаться. Вот, пропускаете прошивочную проволочку прям вот здесь, вот там, где начинается, или как сказать, или заканчивается ось и начинаются дуги. Вот, и прошивку ведем вот немножечко вот в таком вот положении, то есть вот так наискосок. Вот, дальше мы на ось набираем еще 1 бисеринку и проплетаем 1 пару дуг. Сплели еще 1 пару дуг. Теперь мы добавляем уже 2 бисеринки добавочные на ось. Уже 2 бисеринки, и точно так же плетем еще 1 пару дуг. Проплели. Дальше на ось набираем 1 сантиметр бисера. Вот, и проплетаем также все зеленым цветом, еще 1 пару дуг. Вот так в итоге получается. Также не забывайте, что на верхушке листа лицевая сторона, а здесь изнаночная. Теперь нам нужно от катушки отрезать проволоку такой длины, чтобы нам хватило еще проплести 2 пары дуг. Отрезали проволочку от катушки, у меня это около метра получилось. Оставляем на проволочке, на рабочей, вот такое количество зеленого бисера. Дальше на конец проволочки, чтобы закончить дугу, я набираю молочный цвет. Также продолжаю плести здесь лицо, тут изнанка. Точно так же ориентируюсь на эту дугу, я проплетаю до конца эту пару дуг. Проплели, появилась окантовка. Далее набираем где-то ориентировочно вот такое количество зеленого бисера, и чтобы закончить дугу, набираем молочного цвета бисер. И точно так же на противоположной стороне молочный бисер, и заканчиваем уже вот здесь вот зеленым бисером. Это будет последняя пара дуг. Всего у нас получилось, если посчитать от оси, 10 пар дуг. Листик сплетен,
последние пары дуг не забываем в местах прошивки прошить 2 раза. Теперь отрезаем прошивочную проволоку везде, оставляя небольшие кусочки, чтобы загнуть на изнаночную сторону. Также отрезаем ось лишнюю, если она осталась. И все. Ось загибаем на изнаночную сторону. И проволочку от прошивки также загибаем на изнаночную сторону, прячем ее. И вот теперь листик закончен. Смотрите, так, у нас мы ввели в этом и в этом месте прошивку. Дополнительно еще я прошила внизу. Внизу прошиваем полукругом, чтобы вот эта часть сохранила округлую форму. И прошила еще вот в этом месте. И здесь на обороте уже, не здесь мы как обычно вот эти все прошивки, а уже на обороте тоже немножко вот так вот галочкой прошиваем вот этот хвостик, чтобы форму держала, да. Еще забыла сказать, что чтобы листик держал форму при креплении к цветку, к стебельку, нам нужно немножечко основание уплотнить, потому что на той проволоке, которую я плела, вот форму лист тяжелый, форму он все равно не держит. Где-то сантиметров 15 я как бы добавила на центральную прям ось кусочек проволочки. Это флористическая проволока 1,2 миллиметра у меня. Тем самым уплотнила еще раз листик. Теперь он у нас вот такой вот плотненький. У меня есть видео, в которых я уже снимала, как пришить проволочку дополнительную, чтобы укрепить листик. Если кто-то не знает, как, я вам ссылки оставлю внизу или где-нибудь вот здесь вверху в подсказочках. Если не знает, кто, можете посмотреть. Так, значит, нам понадобится вот этот вот один такой большой листик. И чуть поменьше нам нужен будет листик. Этот маленький листик плетется точно так же, абсолютно, только на ось. В самом начале мы не 15 сантиметров набираем бисера, а 10. И он получается немножечко короче. Теперь осталось придать форму нашим листикам. Так, здесь, где у нас основание листика, мы как бы закругляем. Так как здесь у нас лицо, мы его свободно, этот кончик, можем выгнуть в эту сторону. Давайте приступим к сборке. Собирать тюльпан я буду на вот такой вот стержень. Длина этого стержня где-то около 30 сантиметров. Освобождать его прям от вот этой вот белой штуки я не буду, потому что такая толщина меня устраивает для тюльпана. С помощью тейп-ленты вот эту серединку прикреплю к стержню. Дальше я вот этот вот хвостик удалю. Мне он дальше не нужен. Я пока тейп-ленту отрежу, чтобы она нам не мешала. Далее с помощью тоненькой проволоки 0,3 диаметра я буду располагать сначала первый ряд лепестков. Вот эти вот хвостики я подрежу немножко, оставив сантиметра 3, чтобы не утолщать ножку. Хвостики у лепестков укоротили, и теперь изнаночной стороной будем прикреплять с помощью проволоки лепесточки следующим образом. Вот так. Так, как бы вот так его соединяем. И теперь внешний ряд лепестков мы прикрепляем как бы в шахматном порядке. Там, где у нас стык лепестков внутреннего ряда, мы закрываем им внешний ряд. Ну, вот так. Здесь обмотали.
Возьмем кусочек тейп-ленты и пока замаскируем проволочку. На данном этапе такой вот получается. Продолжаем сборку. Так, через тейп-ленту у меня просвечивает вот эта вот белая часть. Я это расстояние еще раз промотаю тейп-лентой. Дальше уже будем присоединять поочередно листики. Ну вот, смотрите, второй раз прошлась тейп-лентой, проволоку уже не видать. Теперь берем маленький лепесток. Так, и где-то здесь обмотка у меня получилась вниз. Так, ну где-то 14-13 сантиметров. Дальше мы прикрепляем маленький лист. Делаем вниз обмотку двойную, чтобы не было также видно белой проволоки. Где-то сантиметров 6. Дальше мы сажаем уже большой цветок, тоже с помощью тейп-ленты. Присоединили и делаем обмотку тейп-лентой до конца, чтобы не было видно белой проволочки. Вот результат работы. Такой вот цветок у меня получился. Длина стебля вместе с цветком получилась около 40 сантиметров. Сплела я такой цветок в одном экземпляре, так как моя цель была поделиться с вами своей схемой плетения данного вида тюльпана. Вот, ну, а вы уже можете сплести и 3, и 5, и 7 таких цветочков, собрать букет, поставить в вазочку. Вот, ну, то есть кому как нравится, в общем. Если вам понравилась моя работа, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если кто еще не подписан. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Пишите также комментарии. Также еще подписывайтесь в мою группу ВКонтакте. Ссылочку оставлю внизу в описании. Всем пока-пока!